Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами научимся вязать вот такое вот ровненькое и аккуратное овальное донышко. Не обязательно такого размера, то есть все овальные донышки вяжутся по этому принципу. Сейчас объясню как. Длина нашего донышка зависит от цепочки наборных петель. То есть чем больше у нас воздушных петель мы набираем, тем длиннее будет наше донышко. Ширина нашего донышка зависит от количества рядов. То есть чем больше рядов, тем шире донышко. Ну и соответственно длина у нас тоже прибавляется от количества рядов. Для вязания нам понадобится пряжа, шнур, все, что найдете под рукой. У меня шнур 3 мм и крючок номер 4. У вас размер крючка вы подбираете под свой материал. То есть, смотрите, если у вас диаметр шнура 4-5 мм, то подбираем крючок уже соответственно диаметру вашего шнура. Это размер 5 или 6 будет. Тут еще очень много чего зависит от плотности вашего вязания. То есть, чем туже вы вяжете, тем больше размер крючка вам нужен. Соответственно, если у вас пряжа, это уже будет 7 или 8. Тут же опять же все зависит от плотности вашего вязания и от диаметра выбранного вами материала. Ну а теперь не буду отвлекать много вашего времени, давайте начнем вязать. Итак, начнем мы с вами с набора воздушных петель, и сначала нам нужно оставить хвостик для закрытия рядов примерно метр. Вот такой вот примерно. И теперь смотрите, вот она наша рабочая нить. Хвостик мы подкладываем под нее, вставляем крючок в петельку и формируем первую петлю. Вот этот узелок мы сильно не затягиваем, он у нас будет считаться первой петелькой. Разворачиваем крючок, подтягиваем все и теперь набираем воздушные петельки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот таких вот петелек нам нужно с вами набрать 25 штук. 7 мы уже набрали. Далее 8, 9, 24 и последняя 25 петелька. Вот такая вот цепочка у нас с вами получается. Далее вот сюда вот смотрите, во вторую петельку от крючка мы вставляем крючок, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Далее вот она следующая петелька, мы вставляем крючок в нее, захватываем нить и провязываем второй столбик без накида. Далее вот она следующая петелька, вставляем крючок, вытягиваем петельку и провязываем третий столбик. Далее у нас идет 4 столбик, 5 столбик и так далее. Вот что у нас с вами получается. Таким образом мы вяжем с вами до конца нашей цепочки. Я довязала до конца ряда, у меня осталось последние 2 петельки. Провязываю в предпоследнюю 1 столбик, и вот в эту вот последнюю петельку, вот сюда мы немножко ее сейчас расслабим, вот так вот, в нее мы провязываем вот так, вставляем крючок и провязываем в нее 3 столбика без накида в одну петельку. Первый, далее второй и сюда же третий столбик. Вот мы с вами связали поворот. Теперь вот этот хвостик наш мы подтянем, чтобы у нас вот здесь не было такой дырочки большой. И теперь переходим к вязанию на эту сторону. Точно так же по вот этим вот вершинкам мы будем провязывать столбики без накида, и параллельно мы будем ввязывать наш хвостик. Итак, вот она первая вот эта вершинка. Вставляем крючок в нее. Вот так вот. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее вот она следующая. Вставляем в нее крючок и второй столбик.
параллельно, видите, мы с вами ввязываем хвостик. Так что не забывайте, придерживаем и ввязываем хвостик. Далее у нас идет третий столбик в следующую петельку, четвертый столбик в следующую петельку, пятый столбик и так до конца ряда. Вот я довязала до конца, получается у нас 22 столбика после закругления. И вот тут последняя петелька, в которой у нас получается 2 столбика. Первый это воздушная петля, второй столбик мы провязали, и третий столбик поворотный мы вставляем крючок в эту же петельку и провязываем третий столбик. Но закрывать мы его будем уже нашим хвостиком, так как закрываем уже ряд. Провязываем петельку хвостиком и вытягиваем нить полностью. Вот так. Далее, вот она наша первая вершина. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Вот у нас получается такая полупетелька сформировалась. Теперь сзади у нас есть вот такая вот последняя наша петелька под перемычку. И в середину вершины вставляем крючок. Захватываем хвостик и вытягиваем его на эту сторону полностью. Вот таким образом мы с вами будем закрывать каждый ряд. Видите? Ничего не видно. Далее, вот здесь самый сложный это первый ряд. То есть мы будем вязать галочками. И вот здесь очень сложно в самом начале разглядеть и попасть именно в наши галочки. Поэтому будьте внимательны. Берем рабочую нить, хвостик убираем, его мы не трогаем и никуда не ввязываем. Вставляем крючок вот в эту вот последнюю петельку, которую мы с вами только что провязали. В середину, так, чтобы выйти в раскол. И вытягиваем первый столбик, провязали. Теперь снова сюда же мы вставляем крючок, откуда у нас выходит эта петелька. И вытягиваем второй столбик прибавки. Вот так. Видите, у нас теперь 2 столбика. Далее находим вот здесь вот, видите, вот она петелька, и вставляем крючок ровно в серединку этой петельки. И вот здесь вот, видите, сзади нужно выйти в раскол. Провязываем первый столбик, сюда же вставляем крючок в эту же петельку и провязываем второй столбик. Вот так. Петельки очень маленькие, поэтому в самом начале, вот в этом ряду, их будет очень сложно продеть. Далее, вот она, третья, последняя петелька поворота. Мы вставляем крючок в нее и вывязываем еще одну прибавку. Вот так вот посередине вставляем крючок. Сзади проверяем обязательно, чтобы выйти ровно в раскол. И вытягиваем первый столбик прибавки. Далее сюда же, в эту же петельку, вот сюда, вставляем крючок. И вытягиваем второй столбик прибавки. Все. Дальше все намного проще. Мы будем вязать в каждую петельку, в каждую галочку по одному столбику до нашего следующего поворота. Вот таким вот образом. Вставляем крючок вот сюда ровно, видите, в середину нашей петельки. Сзади тоже обязательно проверяем, чтобы выйти в раскол. Вытянули петлю и провязали. Следующий столбик снова в раскол, вытянули и провязали. Следующий столбик опять же в раскол, вытянули и провязали. Итак, вот я дошла до поворота, провязала, получается, 22 столбика. У нас, смотрите, как получается. Вот здесь по прямой у нас сверху 22 столбика и снизу 22 столбика. И дальше у нас идет 3 прибавки с этой стороны и 3 прибавки с этой стороны. То есть вот здесь, вот в этом месте по прямой, у нас всегда в каждом ряду будет 22 столбика.
можете считать, чтобы не запутаться и не провязать где-то что-то лишнее. И вот они, 3 наших поворотных столбика. Сейчас будет тоже самое сложное, это пролезть насквозь них. Вставляем крючок и провязываем первую поворотную прибавку. Раз. И сюда же 2. Старайтесь вязать как можно туже, так как это дно, оно нам нужно очень-очень плотное. Поэтому вяжем настолько туго, насколько получается. Далее, вот она следующая петелька центральная. Вставляем крючок. Обязательно проверяйте вот здесь вот, чтобы не запутаться, и выходить обязательно в раскол. И вот у нас вторая поворотная прибавка. Сюда же вставляем крючок. И второй столбик прибавки. Вот у нас уже 2 прибавки с вами. И вот он последний, вот этот столбик третий. В него мы вставляем крючок в раскол. И вывязываем третью прибавку. Раз. И сюда же. Оп. 2. И вот что у нас с вами получается. Далее у нас с вами осталось 22 столбика до конца ряда. Провязываем их сами, и я еще раз покажу вам, как закрыть ряд хвостиком. Итак, я вот подошла к концу ряда, у меня последний 22 столбик. Рабочую нить я убираю и беру хвостик. Закрывать ряд будем хвостиком. Захватываю его и вытягиваю полностью из петельки. Вот так. Далее, вот он, самый первый наш столбик. Вставляю крючок под его вершину. Вот таким вот образом. Далее беру хвостик, захватываю и вытягиваю его наизнанку. Вот так. Вот он, наш последний столбик. Под перемычку вставляем крючок и в середину вершины. Вот так. Захватываем нить и вытягиваем ее точно так же полностью и подтягиваем все это дело хорошенько. И вот у нас, видите, бесшовное наше соединение, красивое и аккуратное. Итак, находим, вот он, наш последний столбик, вставляем крючок в раскол, вот сюда, захватываем нить и вытягиваем петельку, провязываем первый столбик в раскол. Смотрите, каждый раз наш ряд будет начинаться на одну петельку, уходить назад. То есть по итогу у нас получается вот такой вот скос в начале ряда. Поэтому обязательно считаем и не путаемся. Далее у нас идет, видите, вот они, наши 3 прибавки. В каждом ряду у нас тоже будет по 3 прибавки с каждой стороны. Но опять же, в каждом ряду, вот по принципу также стандартного круга, у нас между прибавками будет добавляться 1 столбик. Поэтому смотрите, видите, вот прибавка. В первый столбик прибавки мы провязываем 1 столбик, а во второй мы провязываем прибавку. Вставляем крючок, провязываем 1 столбик, и вот он, второй столбик прибавки предыдущего ряда. Мы вставляем крючок и провязываем прибавку. Первый столбик прибавки и второй столбик прибавки. Вот что у нас с вами получается. Далее вот сюда мы вяжем снова 1 столбик, далее прибавка, далее 1 столбик и прибавка. Проверяем. 1. Следующую мы вяжем прибавку. Раз. И сюда же 2. Обратите внимание, уже намного проще входит крючок в наше полотно. Далее снова у нас 1 столбик. Раз. И следующий прибавка. Раз. И сюда же 2. Вот что у нас с вами получается. Видите, между прибавками у нас есть 1 столбик. Дальше до следующей прибавки у нас 22 столбика. Провязываем их самостоятельно.
Вот я дошла до поворота, и у нас здесь снова 3 прибавки. Точно так же, как и в самом начале, мы провязываем 1 столбик и прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик и прибавка. Раз, следующий вяжем прибавку, раз, и сюда же в эту же петельку провязываем второй столбик. Вот что у нас с вами получается. Далее у нас уже, смотрите, в самом начале ряда мы сместились на петельку назад, одну петлю мы провязали в начале ряда, и получается до конца ряда у нас остается 21 петелька. Провязываем их самостоятельно, закрываем ряд самостоятельно и продолжаем вязать. Переходим к вязанию следующего 4-го ряда. Находим, вот она наша последняя петелька, в раскол вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. В прошлом ряду мы сдвинулись на 1 столбик назад, в этом ряду у нас уже на 2 столбика назад получается, поэтому мы провязываем 2 столбика. И вот у нас начинаются наши прибавки. В прошлом ряду у нас был 1 столбик между прибавками. В этом ряду у нас добавляется еще один, получается 2 столбика между прибавками, в следующем у нас будет 3, в следующем 4 столбика между прибавками. И теперь смотрите, одно отличие, чтобы вот здесь, вот в этом месте у нас получилось аккуратно, ровно и кругло, да, нам нужно, чтобы наша каждая новая прибавка в новом ряду не шла над прибавкой предыдущего ряда. Этого нам не избежать в самом начале, так как у нас вот здесь, видите, друг на друге они стоят. Но в этом и последующих рядах каждая прибавка нового ряда у нас не должна идти над прибавкой предыдущего ряда. То есть вот сюда мы вяжем прибавки, но никак не над прибавкой. Теперь в этом ряду у нас идет 2 столбика между прибавками, и прибавку мы сделаем вот в этот вот одинарный столбик, который мы вязали до этого. Раз, и сюда же вставляем крючок, 2, прибавка. Далее у нас идет 2 столбика. Раз, и в следующую петельку вставляем крючок, 2. Видите? Дальше вот он, видите, одинарный столбик. Получается, между прибавками предыдущего ряда мы вяжем новую прибавку в новом ряду. 2. Вот так. Далее у нас идет 2 столбика. Первый столбик, в следующую петельку второй столбик. Далее у нас идет одинарный столбик, в него мы вяжем прибавку, раз, и сюда же 2, вот так. И далее у нас идет 2 столбика, раз, 2. Вот он, наш поворот. Чтобы не запутаться, вы можете здесь себе поставить маркеры, то есть один маркер вот здесь в самом начале, где у нас начинается ряд поворота, и вот здесь в самом конце, то есть отделить вот эти наши 22 центральных столбика от нашего поворота. И таким образом вы уже не запутаетесь. Допустим, здесь провязались 2 столбика, вот здесь 1 столбик и пошли, и вот здесь запутались еще. И у нас и все наши прибавки будут ровно вот в этом месте. Итак, вот следующий наш поворот. Мы вяжем в первый столбик прибавку в одинарный. Раз, 2. Далее вот в прибавку мы вяжем 2 столбика без накида. Первый столбик,
и в следующую петельку второй столбик. Далее у нас идет одинарный столбик, и сюда мы вяжем прибавку. Вот что у нас с вами получается. Дальше у нас вот здесь остается 2 столбика. Видите, мы начали от этих 22, 20 столбиков до конца ряда. Довязываем их сами, закрываем ряд, поднимаемся, вяжем следующий, и следующий ряд мы вяжем таким образом. То есть в этом ряду у нас 2 столбика между прибавками, в следующем ряду у нас будет 3 столбика между прибавками. И как я уже говорила, прибавка не должна идти над прибавкой предыдущего ряда. То есть следующую прибавку вы провязываете либо в этот столбик, либо в этот. И так далее. Таким образом, вяжем с вами ровно 7 рядов. То есть получается 1, 2, 3, 4 мы с вами почти довязали. И еще 3. То есть до тех пор, пока вот здесь вот между прибавками у нас не будет 5 столбиков. С этим, думаю, вы справитесь сами, ничего сложного здесь нету. Самое главное — это правильно распределить наши прибавки. Вот и все. Все, я довязала свои 7 рядов. Получается, давайте посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот здесь вот между прибавками у меня 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И теперь смотрите по размерам. Мое дно в длину получилось 29,5 сантиметров. Но это, видите, из-за того, что я вязала его из шнура 3 миллиметра. Соответственно, чем объемнее ваш материал, тем больше будет дно. Допустим, если у вас шнур 4 миллиметра, 5 миллиметров, соответственно, если вы сделаете такое же количество рядов, наберете такое же количество петель, ваше дно будет плюс-минус 31 сантиметр. То есть 30-31 сантиметр, зависит от того, 4 миллиметра или 5 миллиметров шнур. Если у вас будет дно из пряжи трикотажной, да, то есть тут опять же зависит от производителя, от диаметра пряжи. И в среднем получается, чем толще материал, да, тем больше ваше дно. В ширину мое дно получилось 12 сантиметров. Теперь по прибавкам посмотрите. Ни одна из моих прибавок не идет над прибавкой предыдущего ряда. То есть все они в разброс у меня расположены, и таким образом у нас получается ровный полукруг. То есть если вы будете вязать каждую новую прибавку нового ряда над прибавкой предыдущего ряда, соответственно, у вас не получится такой ровный полукруг, а получится больше ромбик. То есть появится 3 таких угла как раз в месте, где у вас были прибавки. Соответственно, и с этой стороны точно так же. У меня ни одна прибавка не идет над прибавкой предыдущего ряда. Все в разброс. Еще смотрите по размерам. Если вы хотите размер донышка меньше, то сам размер вашего дна зависит не только от диаметра, да, нити, но и от количества наборной цепочки из воздушных петель. То есть чем больше цепочка, тем больше ваше дно. Например, у меня здесь я набирала 25 воздушных петель, и у меня вот тут по прямой по 22 столбика. Если вы хотите, допустим, для себя, да, вы выбрали большую сумку, хотите, чтобы у вас вот здесь вот 25 столбиков было, вы набираете 25 плюс 3. Соответственно, 1 петля воздушная получается у нас идет на этот поворот, плюс 1 петля на этот поворот и 1 воздушная петля подъема. Итого вам нужно набрать 28 столбиков. Если вы, например, хотите дно поменьше и, допустим, 10 столбиков, чтобы у вас вот здесь было по прямой, то вы набираете 10 воздушных петель плюс 1 на этот поворот, это 11, 12 на этот поворот и 13 петля подъема. Вот, в принципе, и весь принцип вязания овала. Очень просто, очень легко, особенно с таким вот закрытием рядов хвостиком. То есть ничего не видно, никаких вот бугорков вот в этих местах нету. Особенно, когда мы с вами каждый новый ряд начинаем на столбик назад
Видите, вот здесь вот у меня вот они, последние мои столбики. И это очень удобно, то есть, опять же, повторюсь, нет никаких бугорков вот здесь, вот все очень ровно, аккуратно и плотно прилегает. Если видео вам понравилось, вы узнали для себя что-то новое, научились чему-то, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые другие интересные видео, мастер-классы. А также, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях ниже. Все полезные ссылки я оставлю тоже в описании. Если вдруг будет интересно, где я беру материалы, я все это обязательно оставлю в описании. Ну а пока пальчики вверх, подписываемся и пока-пока, до новых встреч!